Наконец-то дождался. Я ждал новую экспедицию в No Man's Sky с большим нетерпением, потому что когда я начал играть в эту игру, предыдущая экспедиция закончилась, а новая все не появлялась. И теперь, когда я ее дождался, я хочу поделиться тем, как я ее проходил и с чем столкнулся. Я постараюсь сконденсировать всю экспедицию в максимально компактный ролик. Надеюсь, что вам понравится, и вы сами решитесь вернуться в игру, ну или ворваться впервые и пройти эту экспедицию, посвященную новому классу кораблей – корветам. Этот ролик в первую очередь мой дневник прохождения экспедиции. Я не готовился к ней и двигался интуитивно, и мне кажется, что вышло довольно-таки плавно. Сначала я решил, что хочу проходить ее с друзьями, но как оказалось, без расширения функционала мультиплеера игра все еще не готова для игры вместе. Поэтому я буду проходить вместе только то, что уместно. Для прохождения экспедиции я выбрал свой основной сейв, который играется на сложности выживания, и начал экспедицию. Экспедиция началась как новый сейф. Пришел в себя со сломанным обвесом и горящим кораблем. Сразу же отметил для себя, что в системе куча других игроков. Их обычно не увидишь за пределами аномалии и миссий Нексуса. Не отходя далеко, я копнул углерода, дигидрогена, кислорода и попробовал починить корабль, и тут бум. Оказывается, его нельзя починить, и нужно построить устройство телепорта на станцию. Устройство телепорта требовало хроматического металла, а это значит, что нужно было очистить медь. Медь я нашел довольно быстро, но тут я столкнулся с проблемой. Рефайнер нельзя ставить в пределах чужих баз, а их люди настроили на стартовых локациях дофига. Поэтому пришлось отойти на километр-другой и поставить его там. По пути я, конечно же, собирал гравитин, чтобы иметь немного юнитов для старта. Можно было, конечно, еще и просканировать всю живность на планете ради нанитов, но мне было лень. Создав нужное количество цветного металла, я построил девайс и портанулся на станцию. Оказавшись на станции, я получил базовые элементы для строительства корвета автоматически. Набросил модули друг на друга и поставил внутрь консоль запуска миссии и тем самым выполнил еще одну миссию. За нее я получил оружие на мультитул и сразу же его установил. Выйдя в космос, я полетал на корвете в поисках планеты, где бы накопать модули излома, и почти сразу же сделал задание на пройденное расстояние на корвете. Встретив поле астероидов по пути, я решил накопать немного золота, серебра и трития, на всякий случай. И пока это делал, выполнил задание на 40 выкопанных астероидов. Выданное в качестве награды орудие на звездолет я тут же установил и продолжил путь в сторону планеты с ломом. Приземлившись на классную зимнюю планету, я форманул несколько модулей, тем самым закрыв задание Salvaging, для которого нужно раскопать 5 модулей. Поскольку шторм не заканчивался, я решил добраться до корабля с помощью подкопа. Глядя на то, что дополнение подсвечивало возможность играть с друзьями, я полетел к друзьям и попытался запустить миссию Nexus. Но поскольку и мы одаренные, и игра не особо дружественна к нам, мы оставили попытки, и я сделал паузу. Он мне сплэшнул какой-то вопрос, я нажал Escape, и он такой, ну ладно, иди в пизду. И я видел 100 миллисекунд, наверное, сообщение. После паузы я вышел в космос и запустил миссию Нексуса на убийство 20 стражей. В этот раз, не дожидаясь товарищей, я полетел на ближайшую планету разбираться с ними. На планете я нашел гравитин, который при поднятии вешает сразу 3 звезды розыска и привлекает внимание стражей. Летающие пылесосы, стелс-собаки и даже Минотавр разлетелись быстро на куски, благодаря полученному в награду дробовику. Вернувшись на корабль, я завершил миссию в терминале. И вправду, удобно, но надо двигаться дальше. Вышел в открытый космос и варпнулся в соседнюю систему, которая была следующей на пути экспедиции. Этим действием я завершил еще одну миссию, и сразу же на меня напали перехватчики стражей, буквально вынуждая меня выполнить еще одну задачу экспедиции. Конечно же, надо залететь и на новую станцию. Так я и сделал. Используя полученные в награду и выкопанные модули, я преобразил свой корвет. Украсивил его и назвал его гордым именем Гомункул. Пока ковырялся с ним, нашел баг. Игра не позволяла запустить ивентовую миссию с борта, а вот за бортом можно было триггернуть терминал и свободно ее запустить. Забавно. Но я не стал. На новом красивом корабле я двинулся дальше, прыгнув в следующую систему на пути экспедиции. Добравшись до станции, я продал хлам, расширил инвентарь и, выйдя в космос, я прыгнул в следующую систему и там вызвал аномалию. Глянуть, даст ли мне непись координаты разрушенного фрейтера в космосе. Не дал. В следующих 2 системах я также забирал улучшение костюма. Решил спуститься на планету и сразу же наткнулся на место крушения корабля. Быстренько откопал и открыл 4 контейнера, получив из полезного топливо для варп-двигателя. Вернувшись на корабль, мы с другом полетели на станцию. Шутка. Это не друг, а баганутая моделька игрока, которая там еще со станции.
Вернулся на станцию в той же системе, и меня встретили какие-то фазовые NPC. Но они мне не помешали отметиться на станции, тем самым завершив еще одну миссию и поставив точку на первой фазе экспедиции. В награду я получил еще больше модулей на корвет. Попытавшись их установить, я завис при открытии терминала и перезашел. Перезаходить, кстати, приходилось довольно часто, потому что иногда луч на станции ломался и не хотел сажать корабль. После перезахода я купил и добавил еще парочку жилых модулей на корвет. Это выполнило миссию по расширению инвентаря корвета. Заодно поставил там еще стену гидропоники, чтобы двигаться к миссии на сбор урожая. Осмотрев условия миссии, я понял, что мне придется сделать то, что я за 170 часов игры еще ни разу не делал. Поймать и приготовить рыбу. Не знаю почему так, но ловля рыбы меня не привлекает ни в каком виде. За 500 часов в Tron and Liberty я тоже не поймал ни одной рыбы. Так и остался висеть квест из туториала. Выйдя в космос, я попытался поставить кухню, но обнаружил, что мне не хватает золота. Значит, надо копать. Но прежде расслабляющий выход за борт на 30 секунд для завершения очередного задания. В награду выдали рецепты саженцев и перчатку для сбора растений. А вот теперь надо копнуть ценных металлов. Это не заняло много времени. Я запасся золотом и прыгнул в следующую систему. И меня встретили пираты. Защитив от них флот, я полетел на станцию, но и на нее вход оказался сломан. Поэтому я полетел доставлять квест, который когда-то успел взять у квест-вендора на станции. Приземлившись на планету, а именно на торговый пост, я заметил, что обычных звездолетов нигде нет. Позже окажется, что они вообще отключены. И я сдал посылку в терминал и ввязался в драку со стражами, чтобы сделать второй квест. Завершив квест, я долетел до станции, где обнаружил, что она по-прежнему сломана, и перезапустил сейф. Не сработало. Я решил, что с меня хватит на этот день, и пошел спать. На следующий день, зайдя в игру, я обнаружил себя на том же месте и подлетел к станции. Сработало. Сегодня она уже не сломана. Я сдал ранее выполненные квестики и помчался исследовать систему. Высадился на ближайшей планете, фарманул соли и заметил металлические пальцы. Это отличный источник урана и золота. Впредь не придется фармить ни золото, ни уран. По пути обратно к звездолету я фарманул еще и натрия. Следующая система. Залетел сразу на станцию и увеличил инвентарь. Дальше я буду делать это в каждой системе. Купив железные пыли, которая нужна для строительства некоторых компонентов, я двинулся дальше по пути. Пираты не заставили себя долго ждать. Я их уничтожил. За ними сразу же последовали стражи. Я решил повоевать с ними для того, чтобы корабль заспавнился. Уничтожив генераторы щита, я размотал этот кораблик и получил координаты корабля стражей. После визита на станцию я решил найти этот корабль стражей. О, это было зря. Корабль я нашел внутри чьей-то базы. Видимо, это точка спавна конкретно этого ивента. Для того, чтобы починить корабль, надо было добыть зеркало, лучистые осколки и восстановить мозг Ии на руинах. Я быстренько сделал это и вернулся к кораблю, который, кстати, заспавнился в очень классной черно-красной расцветке. Оказалось, что в пределах экспедиции нельзя владеть другими звездолетами, доступен только корвет. Я невероятно расстроился, думаю, так же, как и владелец этой базы. Как бы то ни было, экспедиция продолжается. Следующая остановка – Пышная планета. Она как раз есть в этой системе. Миссия гласит высадиться на ней. Так и сделал. Но высадился я рядом с лужей, где также получится порыбачить. И поскольку у меня мало опыта рыбалки в видеоиграх, я вызвал подмогу. Ты можешь ко мне присоединиться, если ничем не занят. Я на Lush Planet. Добыв медь, я хотел поставить сразу рефайнер на корвет, но мне не хватило платины. Обошелся портативным и скрафтил удочку. И тут как раз подоспел помощник. Я вижу тебя, но не вижу Старшип, значит это норм. И выдал мне платины для рефайнера. Для того, чтобы поймать рыбу, пришлось переработать еще углерода для червей. И сделав все это, я забрал ревард, в котором была удочка. Поймал я, в общем, несколько рыб, и мне, в принципе, понравилось. Забрал сразу награду, на всякий случай, если там будет что-то нужное для следующей миссии. Но нет, там было еще одно оружие. Дальше нужно было приготовить морепродукты. Хорошо, что в корвете есть кухня. Как удобно. По пути к кухне я также собрал урожай растений, что нужно для другой миссии. Приготовил рыбину. Очередная миссия завершена. После попытки пригласить друга на борт, оказалось, что легче построить ему свою кухню, потому что он тупо не видел мое судно.
Для следующей миссии я поднялся на борт другого корвета и отдыхал, пока не выполнилась миссия за пройденное расстояние на чужом корвете. Находясь на борту, я не упустил возможности собрать чужой урожай. Мы полетели на станцию, чтобы поменяться ролями и пересесть на мой корвет, но, увы, нас настиг баг, который препятствовал восхождению на борт моего корвета. Путем нехитрых манипуляций и нескольких прогулок в космосе я все-таки взял пассажира на борт, и мы решили сделать миссию Нексуса. Разве не это главная фича корветов в конце-то концов? Убив стражей, мы закончили эту Нексус-миссию. Вторая миссия сломалась посередине выполнения, и мы бросили эту попытку поиграть вместе. Я все же успел сделать кое-что полезное, а именно просканировать местную фауну. Жаль, но кооперативный геймплей не стал лучше с этим обновлением. Тем не менее, две миссии, которые требовали разрушить 8 сломанных стражей и просканировать фауну диссонантной планеты, выполнены. Оставаясь в той же системе, я собрал урожай еще разок и выполнил миссию на выращивание продуктов на корвете. Следующая миссия я выбрал добычу мультитула из лагеря стражей. Для этого я использовал полученный за скан фауны эхолокатор. Приземлившись и разблокировав компьютер и замок мультитула, я выполнил очередную миссию на пути этой экспедиции. Мультитулы стражей довольно сильные, поэтому я решил починить полученный мультитул для дальнейших приключений. Чинить его не очень трудно, потому что починка требует легко добываемые вещи, такие как лучистые осколки, атлантиди и зеркала. Починив инструмент, я решил, что пора отметиться на чекпоинтах, и полетел к следующему в другую систему. По прилету станция пыталась меня посадить, но, увы, пришлось перезаходить снова. После перезахода получилось залететь на станцию и отметиться, завершив тем самым вторую фазу экспедиции. Сделав еще 2 прыжка, я накопал немного трития и драгоценных металлов, и, как подобается, посетил станцию. Настало время сгонять на аномалию за рецептами. Купив парочку полезных рецептов, я заметил ивентовую миссию на варп-ядра, которые мне и нужны. Естественно, я помчался ее делать. Миссия состояла в помощи потерпевшему крушение страннику. Забрав аутентификатор, я помчался на соседнюю планету, где у меня получилось расшифровать его, и я вернул его страннику, тем самым успешно завершив миссию. Вернувшись на станцию, я установил на свой корвет еще несколько модулей щитов, выполнив миссию, и получил за это комплект оружия, который тоже установил на корвет. Тем самым выполнил миссию, которая требовала обвешать корвет оружием. Вообще имеет смысл вешать все, что дают на корабль, потому что в итоге будет возможность его забрать на основной сейф. После небольшой передышки сразу же посетил аномалию, чтобы закупить еще пару рецептов, включая систему аварийного варпа, которая нужна для миссии. Следующим делом я заскочил на станцию и отметился на 3-м чекпоинте. За это дали двигатели на корвет, которые мне уже не были нужны. Вообще, по ходу всей экспедиции я решал проблемы не совсем рационально, без подготовки, выполняя миссии раньше, чем получал для них ресурсы. Но что поделаешь. На следующую планету я высадился не приземляясь, просто телепортировался с корабля. Да, корветы имеют и такой функционал. На шлюзе. Кнопочка. На планете я подобывал немного элементов, и когда я захотел улететь, я не смог призвать свой корабль тупо нигде, а портал мой застрял на дереве. Можно было, наверное, спилить дерево, но я снова вызвал подмогу. Благодарствую. Поехали. Хоть мой надежный товарищ и смог меня эвакуировать с планеты, я снова оказался в опасности, выпав за борт его корабля. Вызвав свой корабль, я вспомнил, что у меня включен детектор аномалий. Я его затриггерил и ожидаемо встретил аномалию, что, оказывается, было условием для еще одной миссии. В следующей системе меня ждала встреча с пиратами. Я помог флоту отбиться от них и выполнил миссию на посещение пиратской системы. Когда же я пошел забирать награду за защиту флота, случилось это. Не найдя возможности починить этот глюк, я перезагрузился, упустив очередную награду. Дальше я намерился выполнить прыжок из стратосферы. Так и сделал, выполнив тем самым миссию. Послонялся я по этой планете, и не найдя ничего любопытного, я залетел на станцию. Станция, к слову, была пиратской. По классике, уже перед посадкой пришлось перезагрузиться, чтобы станция смогла меня приземлить. Тут я закупил контрабанду и ящики с технологиями, зная, что все это все равно окупится. Схватив на станции все, что я мог, я вернулся на корвет и поставил там рефайнер. В следующей системе я сразу же посетил станцию и продал контрабанду. Сделав варп-ячейки, я закончил установку аварийного варп-двигателя и поспешил в следующую систему. Там я уже привычно посетил станцию и спустился на ближайшую планету, подкопать немного углерода. И успешно это сделав, я последовал дальше. Следующий ивент, нападение пиратов на флот, был очень кстати, ведь мне нужно было для миссии использовать аварийный варп. Так я и сделал. С трудом заставив станцию меня принять, я отметился на 4-м чекпоинте, завершив 4-ю фазу. Конец экспедиции близился.
В качестве следующей миссии мы решили сбиться в банду и выключить стражей на одной из планет. Благо, карта этого строения уже была мною куплена либо получена за раскопки модулей, что опять же было не обязательно, потому что ее можно было получить за выполнение исследования обломков грузовика. Обнаружив терминал, я дождался друга и отключил стражей. Я задержался на планете, чтобы подфармить кредитов, собирая гравитин. Если бы я был немного внимательней, я бы знал, что все это не обязательно. Вернувшись на станцию, я купил маячок разрушенного грузовика за 5 миллионов юнитов и обнаружил, что он у меня уже был. Скорее всего, я его получил в качестве награды за другую миссию. Выйдя в космос, я встретился со своим Space Bro и активировал маяк. Далее мы поймали вайбы чужого, или экспансии, исследуя место крушения на 100%, как этого требовала миссия. Исследовав все комнатки, я забрал журнал, и мы закончили эту миссию. Для завершения экспедиции мне нужно было еще сфоткаться с гомункулом, отметиться на 5-й станции и установить 2 дополнительных реактора на корвет. Поговорив еще раз со станцией, я закончил экспедицию номер 19. Вообще, после окончания экспедиции мне хотелось остаться в ней, потому что сложность там ниже, чем в моем сейве на выживание, но я очень хотел забрать награды, и не хотелось постоянно прыгать между сейвами, потому что я использовал для экспедиции свой основной сейв. Поэтому я выгрузился, предварительно забрав большинство модулей на корвет, обвесив его по максимуму. Из-за того, что я не брал ничего с собой на старте, я смог утащить все, что посчитал ценным. Все наниты, опыт и прогрессия с экспедиции посчитались и добавились в виде нанитов в мой основной сейф. Чему же меня научила 19-я экспедиция? Наверное, тому, чему должна была научить. Принципам строительства и использования корветов. Если бы не тонны багов и неудобств, опыт был бы замечательным, но сейчас он просто хороший. Не знаю, как предыдущие экспедиции, но это было очевидным туториалом к новому контенту. Доволен ли я этим контентом? Да, однозначно. Хотел бы я видеть больше кооперативных возможностей в экспедициях. Сейчас это, конечно, очень сыро. Надеюсь, что с выпуском новой игры на эту не забьют окончательно. Тут еще виден потенциал. Багов было очень много. Очень много. Но, честно говоря, я уже привык. Это в первые часы игры они у меня вызывали ужас. Но об этом я расскажу в совсем другом видео. Ну и некоторые выводы, которые я сделал в течение экспедиции. Баги были, есть и будут. Их будет много, потому что базовая игра до сих пор забаглована. Поэтому новый контент еще хуже протестирован. Я хочу напомнить, что весь этот новый контент залетает абсолютно бесплатно. Если вы хотите пройти эту экспедицию быстро, то имеет смысл составить список того, что надо сделать, зафиксировать логичную последовательность. Я делал много лишней работы, не планируя наперед. Но я об этом не жалею. В итоге все равно все было сконвертировано на основной сейв. Было бы прикольно пройти и другие экспедиции, но пока такой возможности нет. У меня прохождение заняло около 8 часов, но можно сделать за 3 часа не напрягаясь. Но зачем? Экспедиции и так очень редкие. На этом все. Можете в комментариях мне рассказать, как прошли ваши экспедиции. Больше не буду тратить ваше время. Не болейте. Пока.